Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я показываю вам женскую короткую стрижку или стрижку на короткие волосы под названием «Женская классическая стрижка». Let's go, друзья! А теперь спрашиваем, что мы конкретно хотим. То есть у нашего клиента здесь женская классическая стрижка. Да, я все время классику стрижу. Да. И так мы ее и делаем, Так да? мы ее делаем, да. Так, теперь в женской классической стрижке существуют опорные точки. Их 5 штук. Это длина нижней затылочной зоны, длина на макушке. Третья точка – это длина виска. Четвертая точка – это длина второго виска. И пятая точка – это челка. Ну, клиент нам, в принципе, может сказать, что все на 1 сантиметр короче. Да. Все гораздо проще получается, если человек приходит за этой же стрижкой. Единственное, что вопрос, это уши. Уши, мочка открыта чуть-чуть. Вот, То есть то же самое на сантиметр. На да? сантиметр, да, вот так вот мочка. Что мы делаем? Опускает клиент голову, и мы на сантиметр в свободном падении стрижем волосы в одну сторону сначала, а потом в другую. Теперь смотрите, что я делаю. В П-образном проборе отделяю прядь шириной ПВ. И стригу ровную линию в этом месте. Потом половину убираю и к этой новой подчесываю еще. Это динамическая контрольная прядь. Опять стригу вот эту линию. С этой стороны то же самое делаю. Вот здесь ровненько. И здесь делаем ровно. Теперь следующая опорная точка – это макушка. Прям берем, не стесняемся. Побольше волос. Можете взять, прям видите, где-то около 4 сантиметров. Чтобы нам была видна хорошо эта опорная точка. Подчесываем под 90 градусов. И убираем сантиметр этот. Убрали. Дальше делаем висок. Смотрите, как у нас растет краевая линия роста волос над ухом. Видите вот такую дугу? Вот она. Вот так мы и должны подстричь волосы. Что у нас получается? Мы делаем себе вот здесь срез. Вот такой. И под него на руках, это у нас опорная точка для виска, пальцы ставлю вот так, параллельно вот этой линии. Видите, как она идет линия? Не прямо, а вот чуть-чуть вниз. И я пальцы точно так же уже сразу ставлю, точно так же вниз. Видите? И стригу ровную линию по уровню вот этой вот, которую я себе отметила. Висок делится, получается, на 2 части. Первая часть это вот, которая идет вниз вперед, а вторая часть, которая идет вниз назад. И она разделяется в крайней вот этой вот части, где ухо. Вот. То есть вот в этом месте я сделала себе вот такой срез, а потом все волосы снизу подняла сюда, а теперь вот эти волосы вот сюда сейчас буду. И видите, волос вьется, и я не могу это сделать в свободном падении, потому что он во все стороны торчит. Но у меня есть опорная точка, и я пальцы ставлю так же, как вот здесь вот краевая линия роста волос. Вот такое же положение. И стригу уже волосы на уровне вот этой вот, по вот этой опорной точке вниз. И ориентируюсь на опорную точку. И получается у нас форма виска будет повторять форму краевой линии роста волос вокруг уха. Опорную точку уха, около уха, да, вот здесь вот срезаю. Раз. Это я сделала сейчас то, на что я буду ориентироваться, срез. Дальше ставлю теперь руку вниз, краевая линия роста волос, вот это вниз. Точно так же ставлю руку вниз. Да. Опираюсь на вот эту ранее простриженную свою опорную точку.
подстригла. А теперь к этой точке опорной на виске, над ухом вернее, ставлю руку вниз резко, видите? Но вот эти волосы не стригу, не стригу. Я на них просто смотрю и к ним довожу вот это. Все волосы вычесываем. Вот. И несколько раз нужно вычесать, чтобы все-все-все волосы вычесать за ухом. Все, вот у нас висок готов. Проверяем симметрию висков. Как это делается? Вычесываем с этой стороны ровненько. И проверяю сейчас симметрию. Смотрю на клиента спереди. И смотрим на симметрию. Потом вот так скачем вокруг клиента. Запоминаем, где у нас срез с этой стороны и где у нас срез с этой стороны. Чуть-чуть вот здесь вот длиннее. Немножечко поднять. Все, виски готовы. И челка осталась еще. Челка как у нас стрижется? Прямо. Видите, прямая челка у клиента. Прямая, ровная челка. Посмотрите в зеркало. Ровная. И точно так же, я думаю, мы ее и продолжаем стричь. Правильно? Да. На сантиметр. Смотрите. Челка у нас стрижется с центра вправо, с центра влево. Расчесываем ее хорошенько в свободном падении, чтобы она у нас здесь была. И очень важный момент. Смотрите, откуда начинаю стричь. От прям центра. Видите? Да. Раз, два. Маленькими вот такими шажками. Видно? Да. С этой стороны подстригли. Потом продолжаем с этой стороны. Так, чуть выше. Мимика у всех людей разная, я имею в виду брови. Одна бровь может выше быть другой, там и так далее. Поэтому сильно на них пока не ориентируемся. Угу, вот. А потом на руках стрижем. Вот сюда снимаем. И убираем вот эти погрешности. Точно так же почесываем 2 сантиметра. 2 сантиметра оставляем. Почесываем 2 сантиметра. 2 сантиметра оставляем. Этот метод называется прядь за прядью. И все здесь динамическое. Да. В эту сторону. И теперь в эту сторону. И в эту сторону. Все, мы сделали себе опорные точки. И теперь возвращаемся на затылок. Вот эти стрижки называются соединительные. Они обязательно соединяются, все-все-все зоны. Есть стрижки, где не соединяются зоны. Это другой тип стрижек. А в каскадах практически всегда зоны соединяются. Теперь становлюсь вот таким образом. Можно с П-образного пробора начать, но обычно начинается все вот с этой части. Смотрите, у меня низ уже готов. Я кладу свою руку на голову клиента и отчесываю волосы, не меняя положение руки, просто тяну вниз. И видите самую короткую? Беру расческу, убираю и убираю по самой короткой. То есть ориентир длины — это нижние волосы. Подчесываю, опять веду. Вижу короткие волосы, видите? И как они только у меня заканчиваются, я убираю вот эти лишние. Дальше точно так же рука, самое главное, рука у меня здесь, видите, лежит, буквально обнимаю клиента. Лежат пальцы на клиенте и вообще полностью ладонь на клиенте. Оттягиваю руку. Вижу самые короткие, вот они. Их не стригу, а стригу все остальные волосы под эту длину. И вот так это выглядит в быстрой технике. Вот таким образом я ориентируюсь только на самые короткие. И не боюсь стричь вверх.
самые короткие. Пока не найду самую короткую, не ухожу с этой зоны. Вот. Здесь. Убрали. Я подстригла сейчас нижнюю вот эту часть. Сантиметра 4, примерно ПВ. Дальше опять становлюсь в эту зону, только уже выше. То есть то, что я подстригла, будет видно сейчас. Видите, это называется линия среза. Вот она. Видно хорошо? И под нее подровняем. А теперь я верхние волосы под нее. Небольшими шагами. Видно линию среза? Да. Линию среза видно. И убираем вот эти волосы. Линию среза видим. Вот она кусочек, вот совсем чуть-чуть. Вообще ваше положение руки в этой зоне, в нижней затылочной зоне, все время будет одно и то же. Поэтому, когда вы уже будете стричь быстро, вы поймете, что не надо даже искать какие-то там опорные срезы, потому что ваша рука здесь играет важную роль, самую главную. Понятно? Так, смотрите, я простригла вот эту зону и вот эту уже зону. То есть, получается, я сейчас простригла всю нижнюю затылочную зону. Дальше становлюсь, выше беру. Чуть-чуть выше беру. Нахожу линию среза опять. Видно ее? Да. Вот она. Положение пальцев такое же. У меня пальцы прям лежат на клиенте. Да, и, типа, Очесываю. Да. Линия среза вот она. И я ее сравниваю с верхом. Волос вьется, поэтому ничего страшного, если он торчит в руках, это нормально. Главное в этой стрижке сейчас, вот в классической, не находить, оставить руку. Вы должны на нее ориентироваться, на руку. То есть вот здесь положение руки, прям лежат пальцы. Опять отчесываю и убираю волосы. Вот таким образом. Клиента обнимаем постоянно рукой. И вот таким образом под эту линию среза мы убираем волосы. Я сейчас работаю в технике, которая называется быстротехника. Видите, я уже низ простригла, биг степ. И еще, что важно, моя рука вот так находится. Видите, я не вертикально держу и не горизонтально. Это называется диагональный пробор. То есть, если взять прямоугольник, то вот эти вот диагонали, и моя рука идет по какой-то из диагоналей. Пальцы. Теперь дальше. Смотрите, что дальше. Здесь у нас есть хороший уже срезанный участок волос. Его можно себе увеличить по размеру в разные стороны. Вот. И вот у нас аж получается вот такого размера. И если я сейчас его расчесываю, смотрите, куда они падают уже у меня. Вот они, эти волосы, и падают уже аж сюда. Я вот это уже простригла, мне остается сейчас вот эту зону и вот эту сравнять. Я сейчас вот здесь вычесываю и буду находить треугольники. Смотрите. Вот нижние волосы у меня выпадают, те, которые я простригла, вот они. Видно? Вот они сбоку, снизу летят. А вот эти остаются, которые мне нужно убрать. Смотрите, вот это простриженное именно на макушке, а вот это снизу. Я не трогаю те волосы, которые я уже простригла. И опять вычесываю, 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 тяну. Видите, расческа с пальцами прям тоже в обнимку. И убираю вот этот кусочек. Не бросая прядь, почесываю.
Не ориентируюсь на ранее простриженную, как часто это бывает. Вон там ее надо искать. Я просто смотрю сейчас на опорные точки. То есть вот они. Верх, видите? Да. Низ выпадает и вверх. Вон он. И я вот эти вот волосы, которые находятся между этими точками, убираю. Опять не бросая прядь, веду, пока я не увижу свои опорные точки, я не убираю расческу. Вот когда только я увидела опорные точки, вот она и вот она, тогда расческу убираю и стригу. Опять не бросаю прядь. Веду, вижу, как выпадают снизу, вижу, какие уже короткие сверху, и убираю вот этот участок между ними. Я сейчас работаю в шляпной зоне. Шляпная зона — это как раз зона соединения. Вот, веду, короткая, и вон она короткая. Между ними убираю. Доходим до горизонтального пробора с одной и с другой стороны. Все, затылочную зону мы полностью подстригли. Теперь, смотрите, у нас височная зона — это продолжение вот этой верхней затылочной зоны. Это надо запоминать, потому что это на самом деле очень важно. И люди часто висок стригут не так, как, например, вот эту зону. Они начинают там измахряться, изощряться как угодно, но не так, как нужно. Так вот, смотрите, что я сейчас сделаю. По большому счету, вот ориентир в виске у нас только низ, да, теоретически. Мы его подстригли же. И теперь как мы должны поступить? Думать так, ну, конечно, низ у нас ориентир. А что же делать сверху? Мы же привыкли, что мы именно с верхней частью тоже соединяем. У нас две должно быть опорных точки, верх и низ. Так вот, что мы делаем? Вот логику включите. Вот с вот этой частью. Да, соединяем. Видите горизонтальные проборы? Вот я сейчас вычесываю вот эту зону ровно. Смотрите, сейчас начнется увеличение длины. Вот она пошла. Да, это динамическая будет. Контрольная прядь. Смотрите, увеличение длины. Видно? Да. И я вот эти волосы стригу под вот эти. Под 90 градусов в этой зоне вычесываю на себя. Смотрите, видите увеличение длины? Четко видно. Увеличение длины. Ура, ура, ура. Вот оно. Я себе создаю сейчас вторую верхнюю опорную точку опорным рядом. Вот. И вот. Теперь у меня уже есть вот он, опорный ряд. И вот он. Видно? Да. И я спокойненько их сейчас соединю. И еще ко всему прочему, вот здесь еще надо соединить. Смотрите, что я делаю. Вычесываю висок. Вычесываю висок вот сюда. И соединяю висок с челкой. Челка подстрижена у нас. Вот она. Кстати говоря, вот эта вот часть волос очень тоже важна. И если посмотреть на краевую линию роста волос, вот здесь, видите, она идет вниз. Вот так вот. Я должна чесать висок и точно так же подстричь эти волосы. Параллельно краевой линии роста волос. Вот отчесываю. Помним вот это положение. Веду вот сюда и буквально, не переживая, вот так вот эти волосы состригаю. Закрывайте глазки. Вот. И соединяю с челкой. Все, эта часть готова. И смотрите, что дальше. Становлюсь опять, отчесываю диагонально. И у меня уже есть верхняя и нижняя прядь. Вот она, верхняя пропадает. И нижняя самая короткая. И убираю вот эти волосы между ними. Не бросаю висок, подчесываю опять. О, и у меня появляется, смотрите, мой ранее простриженный ряд. Видите, верх и низ.
Поднимаемся чуть выше, потому что здесь волос так растет, поднимается у всех людей. Нахожу нижнюю и вижу свой ранее простриженный ряд. Вот он. И все это убираю, что между ними. Опять отчесываю. Вижу низ. Вижу свой ранее простриженный ряд. Вот он. И все волосы убираю. И соединяюсь с затылочной зоной. Они сейчас должны слиться. Смотрите. Фокус будет сейчас. Раз. И сливаемся. Все. Сливаемся. Все. Видите? Сошлись длины. Простригла эту зону. То же самое могу сделать и здесь. Ок. То есть, вот смотрите, заметьте, что я работаю всегда с опорными рядами. Понимаете? Их надо создавать себе. Чтобы не ковыряться там в предыдущих простриженных волосах, легче все создать. То есть, что мы должны сделать? Продлеваем вот эту горизонтальную линию. Вот она у нас идет. Горизонтальная линия. Раз. С затылочной зоны. Сейчас пойдет удлинение. 2. Пошло уже удлинение. Видно, да? 3. И 4. И смотрите, я не стригу ранее простриженные. Я как бы их оставляю, закругляюсь. Видите? Я просто под них стригу. И заканчиваем вот здесь. Соединяем. Отчесываем сразу висок. Соединяем висок с челкой. Срез у нас будет вот такой, как краевая линия роста волос. Вот сюда опускаемся. И соединяем. Щечки аккуратно, чтобы не порезать клиента. Вот. Соединили. Можно проверить на ручках, на пальцах. Вот эту линию соединения. Все, видите, ровно как. Все, теперь продолжаю в таком же духе, как и на правой стороне, соединять вот эти волосы, верхние и нижние. Где меньше волос, надо вычесывать расческой с частыми зубьями, а где побольше волос, можно вычесать расческой с редкими зубьями. Смотрите, как хорошо мне видно, что надо подстричь. Видите? Низ не трогаю, убираю то, что между. Количество волос в вашей руке вообще не играет особо большой роли. Но все равно нужно понимать, что в руке должно, конечно, быть не огромное количество. Ну вот смотрите, сколько я держу, да? Но стригу-то я их не все, потому что они просто приклеены к моей руке. А вот эти волосы я вообще не трогаю, потому что они не достают до этого. Поэтому не надо, вот знаете, мне вот как не нравится, когда начинают вот это убрали, это вот тут вот тоже убрали. И вот стригут одну прядь какую-то, которая там 5 миллиметров толщиной. Да это вот на отчесывание только уйдет полчаса. Не нужно этого ничего делать. Можно спокойно все волосы вот эти вот собирать, они все равно не будут участвовать в стрижке, потому что они просто тупо не достают. Понятно? Вычесываем и убираем. Ровный срез. Теперь смотрите дальше. У нас есть вот эта зона, которую мы сделали. Все. Дальше. С одной стороны, можно вот такими способами идти и стричь на уровне предыдущей. Но
пока ты ее там найдешь, вот это вот отчесывать, видите, это очень долго. У нас гораздо проще есть способ. Берем по вертикальному пробору, создаем себе опорный ряд. Становимся вот таким образом. Рука ваша лежит на клиенте, захватываем эти волосы. И как рука лежала, точно в таком же положении ее поднимаем. Опять, видите, эти у меня уже не будут участвовать в стрижке. Я новые подчесываю. Как рука лежала, так и поднимаем. Поднимаем, поднимаем. И стригу на уровне вот этих. Вот срез. Опять рука лежит на клиенте. Как лежали, лежали, лежали. Поднимаем. Те, которые нам уже простриженные волосы, они улетают. А мы на уровне этих волос стрижем вот эту часть волос. И то же самое делаем до конца. С челкой соединяем. Смотрите дальше, что у нас здесь. У нас здесь будет такой шикарный треугольник. Макушечку этому треугольнику мы должны убрать. И еще чуть-чуть. Вот он. Все, я создала себе вот он опорный ряд. Теперь становлюсь сюда, вычесываю волосы, и я его вижу. Смотрите, я его как прекрасно вижу. Памс. Раз и два. Прям дырочка такая, да? Есть техника прядь за прядью, но это когда будешь искать предыдущие волосы, это на это время уходит. Когда гораздо проще себе этот ряд сразу создать по вертикальному пробору. Видно же? И прекрасно видно. Защитила диссертацию по стрижкам. Вот, видно? Дальше. Вот эту зону мы простригли. Вот эту зону мы простригли. У нас остается какая? Шляпная зона. Завожу сюда расческу свою и вычесываю. Вижу вот такой треугольник. Его убираю. Опять сюда и иду на себя в шляпной зоне. Убираю вот этот треугольник. Иду на себя в этой зоне, убираю треугольник. Иду на себя и убираем треугольники по всей шляпной зоне справа налево. Поднимаем объемчик. Делаем это прям по кругу, вот так вот, по шляпной зоне. Не в клиента дуем, а в расческу. Так, подкручиваем вот этим брашингом. Вот. Даже на брашинге видно, что линии среза, видите, ровные, ровные, ровные. Вот. И не бросаю волосы, оставляю их. Дорабатывать надо уже после сушки. Вьющийся волос уложенный. Почему? Потому что только когда мы посушили, только тогда мы видим, ну как бы мы его вытянули немного, да, и только тогда мы можем увидеть, вот, например, даже вот эти места, которые уже выпрямились. Понимаете? И это очень важно. Теперь я должна доработать вот эти два виска. Я сейчас очень хорошо вижу, что вот этот висок чуть-чуть длиннее, чем тот. И я его должна немножечко уменьшить. Вот так. Первое. Теперь вот эта длина. Видите, мелкие волосы? Вот. После сушки это делается. Вот с этими волосюшками, которые, вот, видите, одна вылазит, и я не могу ее поддеть. Сейчас. На руках. Перфекционист. Ну, это все знаете, как бы, когда ты знаешь, что еще может быть лучше, так почему? Ну да, мастер, что там говорить. Это мне первый раз после того, как около дута постирают.
Первый раз, да? Первый раз, да. Вот так вот. Вот теперь знайте. Знайте, Буду как это знать. делается теперь. Хотя бывает такое, что прихожу домой, вот именно и виски, и сама чуть-чуть. Сама чуть-чуть Да. дорабатываю. Вот, видите, как хорошо. Вот. О, Да, ценные да. слова просто. Как вы себе? Пришел один человек, уйдет другой. Красота? Прическа много значит. Красивая. Вот так, вот так, вот так. Вот она, женская классическая стрижка во всей своей красе. Сколько лет живу, сегодня очень многого узнала. Вот в парикмахерской, хотя хожу через каждый месяц, считаю, хожу. Вот. А что вы узнали? Да вот даже вот стрижка закончилась, закончилась укладка, вы до сих пор со мной работаете. И каждый раз для меня это новость, хотя мне вот в апреле уже 68. Вот. Все. И интересно было с вами. Ой, хорошо. И нам с вами, кстати, Да, тоже. кстати. И нам приятно, и вы учитесь. Да. А я одна, я здесь в обществе побыла время. То в парикмахерскую такой зашел, трах, бах, и ушел. Еще неизвестно, что получится. А здесь всегда аккуратненько, а сегодня так вообще особенно. Вот. Вот. Сегодня Я же говорю много, вот по-новому все. Вот эти вот вы говорили, вот это за пряди, как вот Да, прядь да, и да. по этой пряди, а как по быстрому методу. Все по-новому. по-другому, да? Да. И быстро же Да, получилось. и красиво. И красиво. Ой, шикарно. Шикарно. Все. Вот теперь все. Ну вот, на этом все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. И бай-бай, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео.